Всех категорически приветствую, товарищи космонавты. Крис полетел в космос. Настоящий космос. Хотя нет, погодите, не Крис, а его детище Star Citizen. И даже не сам Star Citizen, а его логотип налепили на платы спутников зарубежного сервиса MyRadar, который занимается мониторингом метеоусловий, землетрясений, штормов и всего такого прочего. Что ж, молодец, Крис. А когда релиз? А про релиз пока не слышно, зато много слышно про обновление 3.8 и еще больше ваших вопросов о том, когда же он выйдет. Скоро, друзья. Очень вероятно, что до Рождества обновление будет на лайве, а для первой волны ПТУ стал доступен в субботу. Недавно датамайнеры наконец-то выяснили, что означают эти устрашающие звуки в громкоговорителях порта Alisar, которые мы впервые услышали еще перед Хэллоуином. Если вкратце, то это сообщение от некой организации, называющей себя Ксеноугроза и выступающей против инопланетян. Проще говоря, террористы, обосновавшиеся на разрушенной станции в системе Пайра, и теперь решившие начать свой крестовый поход с системы Стентон против ненавистных ксеносов. Для противодействия этим наглецам адвокасия Империи назначила уполномоченного агента Ровена Дуули, а тот в свою очередь приглашает нас принять участие в местном ополчении. Из его слов мы выясняем, что группировка вторжения обладает поистине устрашающей силой, фрегатом Идрис, который нам с вами предстоит уничтожить. Будет ли такая миссия включена в обновление 3.8, пока что неизвестно, но подобное ей совершенно точно появится, и в дополнение к миссиям по захвату яхты 890 Jump мы получим еще и эпическую битву против Идриса. Я бы не ожидал, что этот корабль будет возможно осмотреть изнутри, потому что такой контент разработчики наверняка приберегут для Сквадрон 42, но фейерверк почти наверняка предстоит нешуточный. Что мы ждали больше всего на этой неделе? Ну, тут все ясно. Больше всего вы ждете обновления 3.8. Но я хочу рассказать вам о новом корабле от Crusader Industries под названием Арес. Нам наконец-то его показали, как и обещали, 12 декабря. Но, к сожалению, он оказался всего лишь концептом и пока недоступен для полетов. Среднеразмерный Арес Starfighter создавался инженерами Crusader в качестве одноместного корабля обеспечения безопасности тяжелых грузовиков, способный перемещаться между системами на длительное расстояние и нести мощное скорострельное вооружение для противодействия крупным капитальным судам. Именно поэтому Арес несет на борту огромную пушку 7 размера, специально разработанную именно для него корпорацией Беринг. У нее нет гимбальной подвески, что с лихвой компенсируется огневой мощью, а весьма серьезные щиты, броня и компоненты среднего размера должны уберечь эту машину смерти от массированного огня турелей. Starfighter поставляется в двух вариантах. Арес Йон с лазерным орудием SF-7, способным совершать 38 залпов в минуту, 3 средними щитами, 2 реакторами и 3 охладителями для отвода тепла от пушки. И вариант Арес Инферно оснащается баллистическим гатлинг-ганом SF-7B скорострельностью 1900 выстрелов в минуту, только 2 щитами, но усиленной по сравнению с Йон броней, 1 реактором и 2 охладителями. Варианты обладают различными раскрасками, а ценник в официальном магазине установлен на уровне $195 или 220, если вы расплачиваетесь стор-кредитами. Не знаю, как вам, а лично я считаю Ареса очень удачной разработкой, одним из лучших и компактных, совсем чуть-чуть больше сабли в классе средних кораблей. И пусть он выходит не сейчас, а вероятно где-то в следующем году, его эффективность в борьбе против таких гигантов, как фрегат Идрис, ганшип Хаммерхед и практически любого среднего корабля не вызывает никаких сомнений. Starfighter достаточно быстро, чтобы уклоняться от тяжелого, неповоротливого противника, а его гигантская пушка наделает дырок в корпусах гораздо эффективнее ненадежных ракет или тем более торпед. Приобрести Арес и множество других кораблей вы можете в космосалоне у Эриды, где любезная хозяйка предложит вам любую технику с LTI страховкой или без, оружие, броню и апгрейды со всей галактики, да еще и по ценам дешевле официальных. Ссылку найдете в описании к этому видео. Во вторник мы прочли статью о еще одной системе из числа той сотни, что должны когда-нибудь появиться в Star Citizen. Речь зашла о весьма необычной системе мин.
Необычной в первую очередь, потому что она не имеет собственной звезды, а центром является газовый гигант с аммиачной атмосферой. Кромешная темнота царит там, и только свет далеких звезд освещает путь исследователям в Мин. Но и здесь жизнь нашла себе место. На одной из лун живут и здравствуют колонии люминесцентных микроорганизмов, привлекающих своей красотой как туристов, так и преступников. В новом выпуске Inside Star Citizen Джаред и компания поведали нам о процессе создания тех самых замечательных погодных эффектов, которые мы очень скоро должны увидеть в обновлении 3.8. Чтобы вы знали, все это станет еще одним шагом к реализации системы настоящих динамических погодных условий на планетах и лунах. Подобная масштабная работа потребовала от разработчиков объединить усилия сразу нескольких команд. Художники, 3D-моделеры, программисты, аудиодизайнеры задействованы были практически все. Здесь мы услышим совершенно новые для игры звуки, увидим потрясающие эффекты, окажемся в непроглядной темноте снежных штормов и песчаных бурь, почувствуем, как развивается на ветру трава и деревья. У каждой планеты, Луны или биома будут собственные присущие им эффекты, а поверхность небесных тел разработчики окружили динамической системой погоды, так, чтобы они не оказались однородными, а в каждом отдельном регионе планет мы увидим разные и постоянно изменяющиеся условия. Уже чувствуете весь масштаб? Конечно, все это потребовало провести огромную работу для оптимизации как эффектов, так и уровней детализации. Всего разработчики заложили 8 таких уровней. Чем дальше вы находитесь от определенной области с определенными условиями, эффектами и объектами, тем более простую детализацию вы увидите и тем меньше они будут нагружать вашу систему. Впрочем, здесь все вполне логично. И не забывайте о эффектах непосредственно на вашем корабле и скафандре. Дождь и снег обязательно должны попадать на стекло движущегося корабля, а лицевой щиток защитного костюма может запотеть или даже обледенеть. Все это мы увидим в Star Citizen уже совсем скоро в обновлении 3.8 до конца этого года. Обязательно подпишитесь на канал и поставьте палец вверх. А чтобы не пропустить наши замечательные стримы и новые видео, нажмите на колокольчик. Ждите новый выпуск новостей из вселенной Star Citizen уже совсем скоро, ведь этот нескончаемый поток информации не иссякнет, по всей видимости, уже никогда. Не скучайте и до новых встреч!